У меня есть новинка от ACM — немецкий бронеавтомобиль, а также есть бригада немецких угловатых хулиганов, которым в компанию не хватает еще одного собрата. И выбора не было, и я начала собирать модель. Ребята, всем привет! С вами Даша, и сегодня я покажу, как я из этой коробочки собрала вот этот замечательный броневичок. Итак, поехали! А заказала я эту модель через службу экспресс-доставки Arma Express. Чем же она хороша? Отвечаю. Arma Express — это доставка до адреса, прямо до дома, на следующий день по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Да-да, в Питер они тоже привезут на следующий день прямо до двери. Всего за 145 рублей. А также есть Arma Super Express. Это доставка день в день до двери по Москве в пределах МКАД всего за 190 рублей. Теперь нет необходимости ходить на почту или пункт выдачи, подвергая себя ненужному риску. Просто закажи доставку домой в удобное для вас время. В это непростое, наполненное предновогодней суетой время позвольте себе заниматься по-настоящему важными делами, а доставку Arma возьмет на себя. Надеемся, вы по достоинству оцените этот феноменально быстрый и дешевый способ доставки, а наше хобби станет еще ближе и доступней. Руководствуясь инструкцией, я вначале собрала раму и ходовую часть. Детализация очень хорошая. Далее я приклеила на раму двигатель. Он довольно упрощен на модели, но его не будет видно за бронекапотом. Так что по этому поводу я не сильно переживаю. Собирая ходовую часть, у меня случилось дежавю, ведь я уже собирала что-то похожее. На бронеавтомобиле SD KFZ 223 была похожая ходовая часть. Причем не просто похожая, а именно такая же. Только рама была чуть покороче и двигатель находился сзади. Именно 223-я машина получила большую распространенность в вермахте за счет лучшей проходимости и лучшей защищенности двигателя. Кстати, шасси полноприводное и полноуправляемое, то есть все 4 колеса поворачиваются, что обеспечивает бронеавтомобилю неплохую управляемость. Следом я приступила к работе с салоном. Слово «салон» тут можно взять в кавычки, ведь уюта в этой машине немного. Из удобств разве что сиденье. Обратите внимание на характерное для немецких машин наклон рулевого колеса. Такой же руль есть у бронетранспортеров, которые в народе называют «ханамак». После салона я собрала радиостанцию, ведь главная роль именно этой машины – это связь. Именно благодаря таким машинам у Германии было ощутимое преимущество на первых этапах Второй мировой войны. Все подразделения были хорошо связаны благодаря подобным радиостанциям. К слову скажу, что в боевом отделении не хватает как минимум аптечки и укладки пистолета-пулемета МП-38. Ну и осталось собрать верхнюю часть корпуса и обвесить ее ящиками, глушителями и прочими мелочами, например, указателями габаритов, это такие усики на передней части машины, и конвойную фару, а также характерную для немецкой техники фару ноток, она похожа на грибочек. Из коробочной антенны я заменила на проволоку, родные были не совсем масштабные, к слову, в процессе окраски я их несколько раз потеряю. Сборка этой модели заняла у меня 3 вечера, в общей сложности примерно 3,5 часа. После сборки я обезжирила модель и начала грунтовать красным грунтом от фирмы ZIP. Черный почему-то везде закончился, как и серый. После грунта я сделаю пришейдинг черной краской, то есть нарисую тени там, где они должны быть по логике. Далее самое интересное – окраска модели в базовый цвет. Для этого я буду использовать краску, которую Arma положила в качестве бонуса. Единственное, что ей не хватает этикетки, на которой было бы написано, на какой основе эта краска и чем ее разбавлять. Краска имеет характерные недостатки, которыми страдают большинство акрилов. Она в процессе окраски налипает на иглу, и поэтому приходится давать аэрографу поплеваться, что ли, чтобы потом спокойно продолжать красить. Я наношу краску так, чтобы она почти не перекрывала пришейдинг. Но скажу сразу, что грунтовать модель в красный цвет было не лучшим решением. Под тонкими слоями краски виден красный грунт, и его надо будет перекрывать. Крашу модель в 2 этапа. На первом крашу просто базовым цветом, потом в базу добавляю белый цвет и уже такой смесью придаю поверхности более светлые оттенки в верхних частях.
После окраски в базу я покрою модель светлым фильтром из аэрографа, таким образом еще более высветляя модель. Теперь время сколов бурой краской при помощи спонжа я наношу их на модель в тех местах, где экипаж ползает больше всего. В качестве плюшек от Армы я получила акриловую краску Arma Colors цвета Panzergrau, а также в прокачке смоляные колеса и пулемет МГ-34, тоже из смолы. Колеса и краску я использую, а пулемет я оставлю себе в запасы. Пулемет идеально подойдет какому-нибудь немецкому солдату. Тем более, что этой машине пулемет не полагался по штату, хотя в интернете я видела фото с установленным пулеметом на кронштейне. Бронеавтомобили СД КФЗ-247 использовались в качестве командирских и штабных машин в разведывательных подразделениях танковых дивизий Вермахта и войск СС. Например, такие машины служили в дивизии Великая Германия. В сети я нашла фото прототипа этой машины, но есть одна любопытная деталь. У этой машины радиоантенна сделана в виде метелки и крепится как-то с правого борта, а как именно непонятно. Поэтому я буду делать собирательный образ такой машины из дивизии Великая Германия. Дальше я окрашу кисточкой фары, лопату и кирку, брезент запасного колеса, глушитель и внутреннее оборудование машины, сиденье, лавку и радиостанцию. По-моему, именно эту машину пытаются изобразить киношники во многих фильмах про войну при помощи перекрашенного советского БТР-40. Действительно, спереди машины схожи, но борта и корма совершенно разные. И при грамотном кадре его действительно можно выдать за немца. В мире существует несколько реплик этого бронеавтомобиля, созданных для реконструкторов или киношников. Кстати, вот этот киношный броневик изображает вообще непонятно что. Во-первых, внутри его видны люди, значит, его используют в качестве бронетранспортера, но при этом на нем установлена рамочная антенна, характерная для радийной версии этой машины. А вот это неплохая реплика и сделана кузовной мануфактурой Александра Бушуева, и выполнена она на отличном уровне. Единственный минус – это покрышки. На оригинальной машине они были несколько другие, и диски тоже. Кстати, эта реплика изображает ту же машину, что и делаю я, из дивизии Великая Германия. Видите, профиль каски на носу машины и регистрационный номер совпадает. А еще один непонятный мне момент. Зачем они нарисовали крест на крыше капота? На оригинальной фотографии этого нет. Да и он слишком мелкий, чтобы пилот самолета мог его разглядеть. Эта машина светилась на Олдтаймер-галерее в Москве. Данную машину разработала, а затем выпускала компания Daimler-Benz. И в 1941 по 1942 годах было построено 58 таких машин. Машина имела формулу 4х4 и оснащалась 8-цилиндровым двигателем Хорих. С таким энерговооружением данный БТР мог развивать скорость по шоссе до 80 км в час и имел запас хода в 400 км. Масса машины 4,46 тонны, бронирование 8 мм, экипаж 6 человек. Интересно, как они там умещались. После нанесения глянцевого лака я сделаю машине смывку для выделения углублений на машине.
фирма ICM сделала не очень понятное радиооборудование. По идее, таким радиостанциям полагалась антенна в виде метелки или рамы. Судя по всему, они просто скопировали радиооборудование, которое ставились на радийные версии Ханамага, что мне кажется не очень верно. Окрашу у радиостанции индикаторы в белый цвет и регуляторы в черный. А сразу после смывки нанесу декали, характерные для машины, воевавшей в дивизии Великая Германия. Опознавательным знаком этой дивизии был немецкий шлем, который наносился на переднюю часть машины. Также переведу на модель декали с номерами. У этой машины номера начинаются на букву VH, что говорит о том, что машина служит в армии. Также были серии номеров VL, что говорило о том, что машина служит в Люфтваффе, и VM, что говорит о том, что машина нужна на флоте. А номера машин из войск СС начинались с 2 рун ЗИГ. Также характерной чертой для немецких военных машин являются надписи над колесами, которые обозначают давление в покрышке. Также выделю рельеф модели методом сухой кисти. Я возьму базовый серый цвет и добавлю в него немного белого. Насухо вытираю кисть и остатками краски провожу по выступающим граням модели. После декали я покрываю модель матовым лаком и начинаю делать мой любимый прием – масляные точки. Благодаря этому методу модель сразу превращается в живую. Ну а поскольку броневичок у меня уже почти готов, я хочу рассказать о своих впечатлениях о работе с ним. Модель у ребят из Киева получилась на крепкую 4, можно даже сказать на 5 с минусом. Учитывая стоимость модели, детализация у нее довольно на высоком уровне. Стыкуемость неплохая. Единственная проблема – это стык 2 половин бронекорпуса. Также в минусы модели можно записать радиооборудование. Во-первых, я бы хотела, чтобы в комплекте были как минимум наушники. Плюс для машины из дивизии Великая Германия нужна характерная антенна-метелка. И неплохо было бы иметь декали для эсэсовской машины. Интерьер можно сделать более детальным. Как минимум не хватает укладки пистолета-пулемета. Но в любом случае спасибо ребятам из ICM за то, что они сделали модель такого редкого и одновременно харизматичного броневика. Это первая модель этой машины в пластике в 35 масштабе. Вставляю стеклянные элементы фары и смоляные колеса на свои места. Модель почти готова. Теперь надо показать, что она уже поездила по фронтовым дорогам. Для этого я нанесу грязевые брызги на машину при помощи жесткой кисти и зубочистки. Но, как я выяснила, лучше это делать при помощи кисти и аэрографа. Также стоит дать оценку плюшкам от Arma. Во-первых, я хочу похвалить их за то, что они положили немецкий серый. Пока, на мое субъективное мнение, это лучший оттенок Panzergrau для 35 масштаба. Да, у краски есть минусы. Она довольно неплохо налипает на иглу аэрографа, что осложняет работу. Ну и хотелось бы иметь этикетку. Смоляные колеса тоже неплохие, но я не могу сказать, что они прям идеальны. Минус их в том, что поставить на модель их можно только в одном положении, и это выглядит не очень естественно, потому что оно одинаковое. А пулемет МГ-34 я положу себе в запасы и вооружу им какого-нибудь фрица. По мне, идеальной бы прокачкой было бы помимо колес положить в коробку антенны. У этой модели с ними реальные проблемы и смоляные наушники с фигуркой радиста в характерной позе. Усложню ржавый цвет глушителя пигментом и сымитирую копоть на выхлопной трубе.
Ну и напоследок выделю грани модели металлическим пигментом. Просто пальчиком пройдусь по граням машины. Вот такой у меня получился броневичок, и он отлично дополняет бригаду уже имеющихся у меня немецких броневичков. Надеюсь, вам понравился процесс работы над ним. Если да, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать такие видео. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!